Всем привет! Это начало моего нового влога. В этом видео мы с Марком покажем вам свое путешествие в Казахстан, потому что мы летим ко мне домой на 2 недели. В этом видео я познакомлю Марка с Казахстаном. Мы остановимся в Алмате на 1 день на пути туда и на пути обратно тоже. И у нас будет почти 10 дней в Уральске. Что я жду, не дождусь познакомить Марка с тем местом, где я выросла, познакомить его с своими друзьями, с семьей, показать ему свою школу и вообще все то, чем я жила свои 19 лет, того, как я переехала в Канаду. Most excited to meet your family and just to see the city where you grew up in. See where you went to school, see your neighborhood, your favorite restaurant. I'm also really excited to try your dad's cooking. Шашлык. Я только недавно выложила наше путешествие с Ньюфаундлена, когда мы с Марком ездили к нему домой. Видео у меня, конечно, затянулось. Я надеялась, что я его смогу выложить немножечко пораньше, но из-за учебы у меня не получалось закончить видео. Я, кстати, только 3 дня назад закончила свой последний экзамен. У меня закончился семестр, так что на следующей неделе я узнаю все свои оценки. По предварительным ожиданиям, мне кажется, я закончила очень хорошо. Вернемся мы через 2 недели. У меня сразу начинается учеба, а у Марка работа. Сейчас сидим, ждем своего самолета. Мы летим моим привычным маршрутом. Сейчас мы летим во Франкфурт. 10 часов до Франкфурта. Потом во Франкфурте у нас пересадка буквально 1,5 часа. И мы летим в Алмату. В Алмате, как я сказала, уже будет день. Покажу вам наш день в Алмате. К сожалению, Аминат нас не будет встречать в этом году. Все на мне. Я составила нам программу на наш день в Алмате. Так что, надеюсь, будет красиво и интересно. В Алмате будет очень жарко, будет 32 градуса. Так что мы попадем в настоящее лето. Мы будем заканчивать этот фрагмент, и я буду просто показывать вам какие-то видео по ходу, как мы летим в Казахстан. Может быть, и выходить к вам на связь и что-то рассказывать, если будет что-то интересненькое. Все, увидимся позже. Уже буквально на финишной прямой. Мы на нашем почти 10-часовом перелете из Франкфурта в Алмату, но мы остановились в Астане, и в Астане, как вы можете видеть, сошел просто весь самолет. Видите, просто самолет пустой. Нас еще пересадили чуть поближе, где есть такое дополнительное место для ног, потому что Марк очень высокий, и в Люфтганзе очень такие предусмотрительные стюардессы и стюарды. Они так хорошо к нам относились. И подошел один молодой человек и говорит: вы не хотите пересесть поближе, где есть больше пространства для ног? И мы, конечно же, приняли их предложение. Сейчас нам осталось, наверное, еще где-то час. Мы будем в Алмате. Так что самые тяжелые перелеты у нас закончились. И в Казахстане. Got lots of leg room. Upgraded leg room. Yeah, no one around us. We're flying business class. Yes, almost. Almost business class. We've almost made it. Yes. We arrived in Almaty. We have a quick little nap. Check into the hotel. Yes. Quick 4 or 5 hour nap, and then we go explore for the afternoon. And then it's off to Euros. Yes.
привет! Мы прилетели в Алмату сегодня очень рано утром. Сейчас мы проснулись, позавтракали. Мы, кстати, не так хорошо спали, не так много поспали. Сегодня мы начали свой день очень рано. Сейчас мы едем в ботанический сад и просто погулять по городу. Так что будем вам показывать, чем мы будем заниматься дальше. It looks like such a nice day out there. We're gonna go exploring. We're gonna walk around the city, go to the garden, check out the garden. Walk. Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңмен жағатұғын от бедің. Көргелі жанарыңның кескінін, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсаптағы кеш құрым, керегі болмай қалды жан-жағымда ешкімнің. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Всем привет! Мы снова в аэропорту. Уже ждем нашего рейса в Уральск. День в Алмате у нас прошел нормально. Если честно, мои ожидания были выше. Had a good day. Yeah, it was hot. It was really hot. No, it was a good day. Yeah, we went to the park, saw the garden, had some lunch, explored around the city a bit. Yeah, good. And then we found out our next adventure spot on our way back to Canada. We're going to go up on the gondola and see what view we can get from the top. Yeah. Ну вот мы в Уральске спустя 2 дня в дороге. Первый день мы провели дома, отдыхая с моими родителями. Папа приготовил нам свой вкусный шашлык. Я показала Марку дом, показала наш дворик. Марку даже удалось поймать рыбку у нас в пруду. На следующий день мы пошли повидаться с моей любимой бабушкой и моей тетей. Моя тетя приехала всего на пару дней. Я была очень рада увидеться и познакомить их с Марком. Посмотрите, какой стол они нам накрыли. Я очень скучала по бабушкиному борщу. И я была безумно рада наконец-таки сидеть за одним столом со своими самыми близкими людьми. После нашего обеда мы отправились в парк Кирова, где мы устроили Марку небольшую фотосессию. Мы погуляли по парку и поиграли в разные игры.
Позже мы встретились с моим близким другом Глебом, я познакомила их с Марком, и, если честно, за 2 дня я уже очень устала от перевода. И с Глебом мне можно было отдохнуть, потому что он с Марком разговаривал на английском. Тут просто без комментариев, мы не могли пройти мимо этого аппарата. У мальчиков все стабильно. И после этого мы отправились поужинать. Марк у нас попробовал очень много разных вкусностей, попробовал очень много для него новых блюд, так что вот вам несколько фотографий. На следующий день мы вышли с Марком погулять по ночному городу, и удивительно для меня, я смотрела на Уральск совсем по-новому. Первый раз я ощутила себя туристом в своем же городе. На следующий день мы встретились с нашими близкими друзьями семьи и показали Марку их прекрасное заведение. Все было безумно красиво и вкусно. Просто взгляните на это. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студеной в сотах свежего метку, в чистом поле темной ночью в небе звездном утону. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Вечером мы отправились в бильярд с Глебом, моим братом Ромой и моей любимой подружкой Катей. Мы очень хорошо провели время, мы поиграли, посмеялись, поговорили. Тут Глеб нам сам придумал игру. По видео вы поймете всю суть. И, конечно же, Глеб выиграл. Наверное, месяц тренировался перед этим, так что будем считать, что выиграла Катя. На следующий день мы отправились в лицей небольшим школьным составом. Это была я, Глеб и Тоня со своей маленькой доченькой Женей. Последний раз мы навещали учителей в 23-м году, и в этом году уже 5 лет, как мы выпустились со школы. Было приятно побывать в старых стенах и поговорить с некоторыми учителями.
с Марком сходили в школу, и с Марком все в школе начали фотографировать. Сейчас Марк вам расскажет, что они ему говорили. Where are you from? And they're all excited. And one guy was like, "This is the best moment ever." And they were all excited to speak English to me. And yeah, asking, "Do you play hockey?" One guy was like, "You look like Captain America." Капитан Канада. Это весело, мы в школу сходили. Действительно, очень много людей фотографировались, много людей просто разговаривали. Было интересно послушать английскую речь, потому что не часто встретишь канадцев в Уральске. This one guy, he was asking, "Where are you from?" I was like, "Oh, I'm from Canada." And he says, "How old are you?" Because I was like, "Your English is really good." And he's like, "Oh, thank you. How old are you?" And I said, "I'm 31." And he's like, "Oh, 31." And then you could see him think for a second, and he was like, 31? Oh my God, I didn't... He's like, "You look way younger than that." 31, you're so 31. old. I'm like, "Oh, thank you. После школы мы решили поехать в 6-й микрорайон, где мы пообедали и погуляли по площади первого президента. Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңмен жағатұғын от едің. Көргелі жанарыңның кескінін, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсап тағы кешқұрым, керегі болмай қалды жан-жағымда ешкімнің. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткен. В один из дней папа решил показать нам природу Уральска и вывести нас на реку Урал. Посмотрите, какой красивый веночек мне сплела мама. Көз тартты көлбең еткен көйлегің, өзіңнен басқа жанды көрмедің. Сен ойлап құдіреті ойнені, су ішіп отырсам да шөлдедім. Көргелі жанарыңның кескінін, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсап тағы кешқұрым, керегі болмай қалды жан-жағымда ешкімнің. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткен. За день до нашего отъезда мы встретились с моими родственниками. Я повидалась со своими двоюродными сестрой и братом и со своими племянниками. Было очень приятно увидеться после долгого времени и познакомить Марка со своей семьей. Тем же вечером мы встретились с Катей, мы сходили в пиццерию, поиграли в джангу, немного погуляли по городу. Катя поснимала нам красивые видео. И мы попрощались до нашего следующего приезда. В наш заключительный день мы успели посетить несколько мест и показать Марку Золотую Церковь изнутри и стелу.
Это был день перед Днем Победы, так что все было усыпано цветами. И очень жаль, что нам не удалось побывать тут в сам День Победы. Ваша для видео. Всегда довольна. Позже мои любимые родители устроили для нас ужин, и это был очень теплый момент, который хочется сохранить в памяти навсегда. Давайте все так повернемся. Аристатник у нас. Маленькая бабуля. Счастливая семья. И, конечно же, самый трудный момент — это прощание. И каждый раз, когда обнимаю родителей, бабушку, брата в аэропорту, сердце сжимается. Так не хочется уезжать. Но спасибо вам за теплый прием, за любовь, за заботу, за все, что делает это место настоящим домом. Я вас очень люблю и очень сильно по вам скучаю. По прилету в Алмату мы хорошо выспались и решили отправиться с Марком на Медео. В прошлом году мы поднимались по лестнице здоровья Саминат, и в этом году я решила показать это место Марку. 5 plus 5, not a rocket science. This day and time, that's hard to find, it's true. The road we're on ain't a traffic jam. It's a Sunday drive on a piece of land. It's paradise as long as I'm with you. It's like 1, 2, 3, just as easy as can be. Just the way you look at me, you make me smile. Ain't no need to complicate it. We both know that's overrated. We've been there, it's safe to say it ain't our style. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. We used to live on Instagram, worried about who all gives a damn about where we've been and where we ended up. Then I met you and you met me and После Медео мы отправились на Коктоби. Это был мой первый раз тут. Мы поднялись по канатной дороге, прогулялись по самому парку и решили прокатиться на нескольких аттракционах. В конце вечера мы поужинали и отправились в аэропорт. smile. Ain't no need to complicate it. We both know that's overrated. We've been there, it's safe to say it ain't our style. We're just simple like a sixth string. The way this world was meant to be. Like laugh and love, make a lot out of a little. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. Ain't no need to complicate it. We both know that's overrated. We've been there, it's safe to say it ain't our style. Yeah, it's like 1, 2, 3, just as easy as can be. Just the way you look at me, you make me smile. Ain't no need to complicate it. We both know that's overrated. We've been there, it's safe to say it ain't our style. We're just simple like a sixth string. The way this world was meant to be. Like laugh and love, make a lot out of a little. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. Yes, I'll show you dress it. Open it up.
Одна, два, три. Всем привет! И на этом наши каникулы в Казахстане уже подходят к концу. Эта неделя с хвостиком пролетела безумно быстро. Я была очень рада повидаться с родителями, повидаться с бабушкой, повидаться со своими друзьями. Каникулы у меня получились очень насыщенные. Мне кажется, мы с родителями смогли Марку показать большую часть Уральска, большую часть запланированного. Мне удалось показать Марку небольшую часть Алматы и, в принципе, познакомить его с нашей культурой. И сейчас Марк поделится своими впечатлениями о нашей поездке в Казахстан. Well, Kazakhstan blew my mind away. It surpassed all my expectations. Just from what Yanis told me. For a world country. Я не знаю, почему-то я думала, что Казахстан — это страна третьего мира. Я не знаю, почему. Может быть, кто-то мне когда-то так пошутил, и я это запомнила, но... It's a lot more developed than what I thought it was going to be. Food was delicious. Got to meet Yanis' family. Spend time with the family. See where she grew up. It was really nice to be able to see everything in person. Fresh eggs every morning from the chickens. Домашние яйца, все было домашнее, домашнее молоко. Марк попробовал просто все самое натуральное, что только может быть. Ну, а он попробовал нашу рыбку, которую ловил папа, попробовал икру тоже, от рыбы, которую поймал папа. 4 kilos my first 2 days. One kind of big culture thing that I noticed, driving. There's people just kind of drive wherever they want, and there's no prediction. You don't know what people are gonna do. There's no sense of personal space. So people will just come right up behind you, waiting in line for something. They'll be breathing on the back of your neck, but you're not right up against the person behind. People will come up and ask and be they'll try to get in front of you and be like, hey, are you in line? Yeah, I had to yell at someone today because they tried to cut in front. Back of the line. Они так испугались. I really like the style of homes, the concrete structure with all the different designs, and everything in Canada, newer builds, is very minimalist. So I like the way the houses are built and designed there. Goosey, goosey, goosey. No. Goosey, goosey. Га-га-га. Садите. Да-да-да. Меня ничего не надо. Мне ничего не надо. Я не знаю. Я не знаю. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Конечно, осталось много моментов, которые не попали в это видео, но я надеюсь, из этого видео у вас получится полная картина того, как прошли наши каникулы. It was a great trip, and I hope to be back again one day. Мне кажется, мы просто замечательно провели время. Я была рада познакомить Марка с своей семьей, была рада представить Марку свой город, показать то место, где я выросла, познакомить его со своими друзьями и познакомить его с нашей культурой. Я думаю, что это путешествие запомнится нам еще надолго. Я, безусловно, буду ждать возвращения в Казахстан снова. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравилось наблюдать за нашими путешествиями в Казахстане, за нашими каникулами. И до встречи в новом видео. Всем пока-пока. Пока-пока.